Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на сентябрь 2025 года для восходящих дев, для солнечных дев, для лунных дев. Если вы видели на превью и на подписи к этому видео я написала даты, с какой по какое число рождения можно смотреть это видео. Я так сделала для всех дат и пересчитала, когда Солнце находилось в том или ином знаке зодиака по ведической астрологии. И фактически, то есть вы можете смотреть теперь прогнозы еще и по знаку зодиака Солнца, не заглядывая, да, не пытаясь там построить свой гороскоп, но все равно, если вы знаете свой асцендент в ведическом стиле, если вы можете его посчитать, то тогда смотрите лучше для асцендента восходящего знака. Ссылка на видеоинструкцию о том, как построить свой гороскоп в физическом стиле, как узнать свой восходящий знак, будет в правом верхнем углу сейчас. Также она будет в описании в комментариях к этому видео. И также в описании в комментариях к этому видео всегда есть ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по физической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И еще я бы хотела озвучить одну огромнейшую просто просьбу, потому что за последние, я 2,5 года веду YouTube, и таких времен, как последние 2 месяца, наверное, я не помню, когда очень сильно снизилась активность канала, количество просмотров. И это зависит и в том числе от того, что, допустим, YouTube не присылает уведомления, об этом мне говорят, что YouTube не присылает уведомления о том, что у меня вышли новые видео. И это бывает из-за того, что либо там, допустим, канал куда-то попал, я чем-то Ютубу не понравилась, но бывает еще и такое, что когда зрители мало реагируют. Я, конечно, мало эмоциональный блогер, но в жизни я, конечно, немножко другая, просто перед камерой я все-таки стесняюсь и как-то, может быть, даже немного непатажная такая и так далее. Поэтому, возможно, я там не так часто прошу вас ставить лайки, не так часто прошу вас как-то реагировать. Но все-таки мне всегда, и как и любому автору, приятна ваша обратная связь. И мне, как и любому автору, очень важно видеть, что мои труды оцениваются, да, потому что когда вы ставите лайки, когда вы реагируете, когда вы пишете комментарий, да хотя бы смайлик, да хотя бы там сердечко, анекдот, песенку, там философию какую-нибудь, историю жизни, просто поздравляйте друг друга с праздниками, там, с днем рождения и так далее, это все равно мне помогает видеть, что вы тут есть. Все равно это будет очень сильно помогать моему каналу расти. Ну, для блогера все равно это всегда важно, чтобы то, что он делает, оно процветало, продвигалось и так далее. Поэтому я вас очень прошу, не проматывайте, там, не закрывайте на 2-3 секундах, хотя бы немножко проматывайте, ставьте лайк по возможности. Если вам не нравится то, что вы смотрите, то ставьте дизлайк, ну что-то ставьте. И вот если уж совсем хорошо, то пишите еще комментарий. Ну и теперь давайте говорить о тенденциях сентября. В сентябре будет очень много событий, которые формируют почву для глобальных перемен в жизни каждого из нас. И поэтому нужно будет еще сентябрьские события под микроскопом отдельно рассмотреть. Но начнем мы с августовского события, потому что 30 августа управитель всего вашего гороскопа Меркурий заходит в 12-й дом гороскопа. И будет он там до 15 сентября. Транзит Меркурия по 12 дому гороскопа — это период такого, знаете, ухода в тень немного, потому что 12 дом — это дом уединения, дом зарубежных поездок, дальних поездок, больниц, санаториев, дом фантазий, иллюзий. И, возможно, кто-то будет погружен в какое-то творчество. Возможно, кто-то будет уплывать в параллельные миры, например, мечтать, фантазировать, создавать какую-то, например, там книгу писать, да, картину какую-то писать, музыку сочинять. Также это касается работы, что в работе точно так же может быть какое-то творчество, может быть, вы в работе будете уединяться куда-то, закрываться от всех, тоже создавать какой-то свой продукт, какое-то творчество делать и так далее. Также есть тенденция по этому Меркурию, ну и на поездку, естественно, на поездки дальние. И может быть это поездка просто на экскурсию, просто на отдых, может быть поездка
а в другой город и какая-то деловая. Но вот сезон такой поездок может быть, поэтому Меркурию, но и в целом может быть необходимость выяснять что-то, организовывать, связанное с поездками, с билетами, с другими странами, с больницами, с заводами, какими-то фабриками, закрытыми организациями и так далее. А 7 сентября состоится первое затмение из осеннего коридора затмений, лунное затмение. И обязательно про затмение я сниму отдельное видео, потому что это всегда очень важно. Затмения создают тенденцию на ближайшие полгода. Если вы помните, то в течение полугода мы чувствуем результат затмений, может прийти, то есть может быть в день затмения, в 2 дня до затмения, там, вы ничего не почувствуете, да, но в течение полугода вы поймете какой-то результат. И у вас будет лунное затмение в 6-м доме гороскопа, в доме труда, рутины, препятствий, режима дня, графика рабочего, кредитов, спорта, судов, лечения и так далее. И лунное затмение в 6-м доме гороскопа, конечно, очень хорошо в этот период избавляться от вредных привычек, кардинально там бросать, пить, курить, там объедаться, вот все, что у вас есть, вот в этот период можно хорошо бросить. Лунное затмение в 6-м доме гороскопа может давать изменение режима дня, режима жизни, графика какого-то жизненного, то есть расписания какого-то, в том числе рабочего. У кого-то из дев это смена работы. В ближайшие полгода может произойти по лунному затмению в 6-м доме гороскопа. И, конечно, у кого-то это может быть решение, если у вас тянется по судебным делам, по кредитным каким-то вопросам. Это может быть вопросы занятий спортом. И еще очень важно, что у дев могут быть... Вообще, девам надо быть бдительными, поэтому Раху в 6-м доме гороскопа, потому что это в том числе проявление каких-то мошенников, и затмение может дать вот это вот выявление кого-то, кто вредит, кто действует из-под тишка, то есть вы можете узнать какого-то вредителя, кто вам где-то палки в колеса вставляет. Но в целом это больше такое режимное, сервисное какое-то, возможно, даже затмение, которое меняет вот какой-то привычный образ жизни. С 13 сентября по 27 октября Марс будет идти по вашему 2-му дому гороскопа. 2-й дом — это дом зубов, зрения, лор-органов, вот все, что у нас на лице, поэтому, конечно, Марс — планета колющих, режущих предметов. Поэтому, конечно, это вероятно, что кто-то из дев займется там лечением зубов, лечением зрения, лор-органов. Возможно, там тоже какие-то давно запланированные процедуры у вас были, да, возможно, это будет назначено на это время. Но Марс во 2-м доме гороскопа дает еще, конечно, несдержанность в речах и несдержанность в питании. Питаться хуже, чем обычно. Где-то, может быть, есть острое, копченое, соленое, вот такое вот. И как-то, может быть, даже такое, что вы можете там больше ругаться. Но вот именно, вы знаете, надо будет следить за языком. С того, что вы будете говорить, вот надо будет следить за языком. Еще Марс создает тенденцию на получение дохода от продажи своих вещей, от продажи телефонов. Но тут знаете что? Я подозреваю, что кто-то из дев может покупать, например, телефон, компьютер, какие-то такие вот крупные технику какую-то. И Марс может давать большие расходы. Но еще будьте бдительны, потому что могут быть и штрафы какие-нибудь тоже, особенно связанные с местом жительства. Большие суммы, допустим, за перерасходы какого-то там потребления, за жилье, за стоянку, за что-нибудь такое. Но и расходы именно ваши добровольные тоже могут быть, когда вы что-то покупаете такое глобальное, именно с точки зрения техники, скорее всего. У кого-то, конечно, это может быть и покупка жилья, но здесь тут таких много тенденций нету, а вот по Марсу, да, может быть что-нибудь такое, ну, допустим, для дома что-то, мебель какую-то, может быть. Вообще еще вы можете быть нетерпимы к детям, и может быть по этому Марсу немножко ревность у вас просыпаться. А вот из неочевидных таких вещей транзита Марса по 2-му дому гороскопа может быть какая-то перемена в работе, связанная с деньгами. Но такая, знаете, вот отстоять свое право на какие-то финансовые вопросы. Могут быть споры по поводу денег, вот именно по поводу ваших денег, допустим, с кем-то.
Поэтому, ну вот, по деньгам надо смотреть внимательно, потому что спорный вопрос, тем более еще Раху в шестом доме гороскопа. Опять, чтобы не было каких-то мошенников, чтобы не было каких-то таких историй. Может быть, возвращение вам денег от кого-то, от каких-то людей тоже. Поэтому что-то разрешится, в том числе, я думаю, прояснится по деньгам. С 14 сентября по 9 октября Венера будет в вашем 12 доме гороскопа. Вот Венера тоже про траты, либо про то, чтобы покупать что-то за границей, покупать что-то в другом городе, в другой стране, в закрытых каких-то организациях, например, где-то на заводе что-то заказать. И Венера еще создает тенденцию на украшательство какое-то в работе, то есть может быть, допустим, фотосессия, какая-то видеосъемка, какие-то делать презентации и так далее. И еще по Венере есть тенденция на то, чтобы ездить из города в город или из страны в страну, даже больше страны в страну, с какими-то, допустим, учебными целями, либо с целями финансовыми, там, за деньгами куда-то поехать, там, забрать, как курьер, и условно, да, но не те курьеры, которые мошенники телефонные. Хотя, кто знает, может быть, и такое тоже может быть. И еще эта Венера дает тенденцию на смену руководителя, ну даже не на смену, а скорее просто руководитель, может быть, уходит в отпуск, возможно, вам придется его заменять экстренно, кстати, вот с учетом Марса во втором доме гороскопа, срочно на замену, срочно, быстро. А руководителя нету, учителя нету, вместо вот этих людей, либо вместо отца вы там что-то делаете, вот так, в таком все ключе, когда вам нужно будет срочно вместо кого-то, потому что кто-то куда-то уехал. С 15 сентября по 3 октября управитель всего вашего гороскопа Меркурий заходит в ваш первый дом гороскопа. И это хорошо. Меркурий будет идти по собственному знаку, по собственному знаку своей экзальтации. Таким образом, он будет укреплять вашу работу, сферу работы, статуса. Поэтому это может быть получение нового статуса, получение новой, ну, возможно, должности какой-то. То есть я не говорю про прям значительное повышение, но какое-то улучшение может быть, либо получение, например, паспорта, получение визы, получение свидетельства какого-то, удостоверяющего личность, какого-то документа. Также это период, когда мы много рассказываем другим о себе, то есть это, возможно, у вас будут какие-то новости, которые вы будете распространять, у кого-то из дев может быть активный поиск работы, либо вы приходите, допустим, рассказывать о себе, это что-то типа интервью, собеседований каких-то, устных экзаменов, возможно, будет активный период общения в партнерстве, в личной жизни, то есть может быть много с партнером общаться. И еще такая история может быть по Меркурию, изучать себя. Вот может быть, допустим, сколько я сейчас вешу, какой у меня рост, какой у меня там гардероб надо перебрать, что я хочу, вот какие-то такие свои потребности. Или, может быть, там читать какие-то тесты, проходить, да, какой я тип личности, что-то вот такое. А с 16 сентября по 17 октября в компанию к Меркурию в первый дом гороскопа зайдет Солнце. И Солнце вот проясняет что-то про вас самих, плюс Солнце дает немножко улучшение, потому что транзит Солнца по 12 дому гороскопа это такой немножко голова в песок, когда зарыта, и мы не очень-то хотим активно отсвечивать. А вот Солнце, когда заходит в первый дом гороскопа, мы становимся заметны, особенно вот если вы, допустим, ищете работу и не можете найти, заходит Солнце в первый дом гороскопа, хоп, и работа появилась, хоп, и там познакомились с кем-то, то есть вы становитесь как бы более заметны миру этому. Но еще Солнце в транзите по первому дому гороскопа в вашем случае может давать какую-то разлуку в отношениях, либо знакомство в поездке, либо знакомство с человеком из другого города, из другой страны, и ваши поездки тоже. Но у вас в целом сентябрь будет про поездки, в принципе. Посещение может быть больниц, санаториев, каких-то закрытых организаций тоже в том числе. И 21 сентября состоится солнечное затмение. Оно состоится в вашем первом доме гороскопа фактически, но дело в том, что Солнце будет в первом доме гороскопа, а вот эта вот ось Раху и Кету, на которой у нас происходит затмение, она будет
в 12 и в 6 домах гороскопа. Поэтому солнечное затмение, которое дает результат в течение полугода, оно может дать по вам самим, по вашей личности, по вашему имиджу, статусу, репутации. То есть это может быть получение какого-то статуса, получение, допустим, каких-то важных документов, смена работы, изменения в личной жизни могут быть, но также это могут быть и по 12 дому, это и дальние поездки, и переезды какие-то и так далее. Но подробно еще про солнечное и лунное затмение я буду рассказывать в отдельных видео, потому что это очень важные точки, которые дают важные перемены. Поэтому в целом готовимся, но там дальше дополнительно посмотрим. Не у всех затмение прям создает глобальный какой-то эффект. Но если у вас затмение попадает на определенные точки, либо задевает планеты, то тогда это прям судьбоносное время, особенно если там Раху и Кету на этой же оси, особенно если какие-то планеты там личные на этой оси. Поэтому это будем отдельно рассматривать. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на сентябрь 2025 года для восходящих дев, солнечных дев, лунных дев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.